Бюджетные смарт-часы, которые имеют легкий и тонкий дизайн, интеллектуальный мониторинг здоровья, время автономной работы до 10 суток, поддержку 20 видов спортивных режимов, водонепроницаемость 5 атмосфер, большое количество циферблатов, и обо всем этом можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Mi Bra Watch A1. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляются данные смарт-часы в белой продолговатой упаковке из тонкого картона. На ней есть краткая характеристика, изображение и название модели. Упаковано все просто. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок, зарядное устройство с двумя пинами и, разумеется, краткое руководство. Весят смарт-часы 40 граммов, габариты 46,5 на 45,1 на 11,2 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Выйдет глобалка 8 серии. Пообозреваю, буду ее разыгрывать. Приходите на лайв-канал на стримы с розыгрышами и прожарками новых девайсов. В описании условия и ссылки. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Все розыгрыши в конце месяца, перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляется данная модель только в черной расцветке корпуса. Дизайн смарт-часов с уклоном в спорт. Выглядят они хорошо, учитывая стоимость. Рамка часов выполнена из металла, за что плюс, а тыльная часть из матового пластика. Качество материалов неплохое, как в целом и сборка смарт-часов. Быстросъемный силиконовый ремешок, длина у него 248 мм, конечно же по качеству не лучший, но я встречал куда хуже стоковые ремешки за эти деньги. Застежка у ремешка классическая, при носке смарт-часы практически не ощущаются, спать в них можно без проблем. На корпусе расположили два контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, такие как датчик сердечного ритма, датчик СПО2 и акселерометр. На правом торце расположили две механические кнопки, верхняя кнопка отвечает за переход к меню и возврат, а нижняя за переход к тренировкам. Переназначить команду на нижней кнопке возможность есть, за что плюс. Нажимаются кнопки «Хорошо». Летим дальше. Оснащены смарт-часы TFT дисплеем на 1,28 дюйма с разрешением HD 240 на 240 пикселей. Рамка у экрана есть, но на ней разместили тахиметр. Плюс за то, что экран слегка утоплен. Цветопередача у него стандартная для такого типа экрана. Под разными углами цвета слегка искажаются, ко всему некоторые цвета выглядят бледно. Скроллинг неплохой, но перемещаться по интерфейсу часов не совсем удобно из-за сенсорного экрана. Смарт-часы не всегда откликаются на касание, интерфейс доступен на русском языке, но перевод не совсем корректный, а шрифт оставляет желать лучшего. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости не хватает, автояркости на борту нет. Регулировка яркости пятиступенчатая, автовыключение экрана максимум до 30 секунд, функций таких как постоянно включенный экран и Always On Display на борту нет, как и включение тапом или выключение экрана накрытием ладонью. А я к ним так привык, я думаю, как и вы. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает стабильно, но не быстро. В приложении данную функцию можно включить или отключить. С главного экрана по свайпам все более чем стандартно. Сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть регулировка яркости, переход к настройкам, включение-выключение режима энергосбережения и не только. Снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Сортировать виджеты и меню возможности пока нет и, скорее всего, не будет. Меню небольшое, в нем мы имеем тренировки, активность, измерение ЧСС, измерение СПО2, мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, оценка МЕТ, дыхательные тренировки, секундомер и таймер без возможности работать в фоне. Музыкальный плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, загрузить музыку прямо на часы возможности нет. И регулировка громкости не работает. Далее есть будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, поиск телефона и погода. В настройках имеется настройка вибрации, включение режима «Не беспокоить» и включение режима энергосбережения. Летим дальше. Bluetooth версии 5.0, подключить внешние Bluetooth устройства возможности нет, как и нельзя подключить смарт-часы к Wi-Fi. Спортивных режимов на борту только 20 видов, хотя основной массе пользователей этого дела будет достаточно. Отслеживание плавания на борту, а распознавание активности доступно только для бега. До 8 видов напоминаний, что очень удобно. GPS смарт-часы не поддерживают, тренировка не работает в фоновом режиме, но во время тренировки можно пользоваться плеером. Шаги измеряются хорошо, далее звонить часов нельзя, встроенного динамика и микрофона нет. Входящий вызов можно сбросить или включить беззвучный режим. Уведомления приходят практически моментально, смайлики не отображаются, иконки приложений отображаются, но не во всех приложениях. Отвечать на уведомления заготовками или смайликами возможности нет, как и на входящие звонки. Длинный текст в уведомлениях прочесть нельзя, вибромотор слабенький, даже на максимальной силе вибрации. Настроить работу измерения пульса, SPO2 и остальных показателей нельзя. Пульсометр работает в автоматическом режиме и в ручном, как и мониторинг уровня стресса. SPO2 измеряется только в ручном
ручном режиме. Воздух смарт-часы не нащупывают, а на руке результаты измерений чаще всего некорректные. Но вот сон мониторят они неплохо, как и все фазы сна. Емкость аккумулятора смарт-часов 270 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 10 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования у меня составил 7 суток. Неделя — это сильно. Водонепроницаемость 5 атмосфер, конечно, я окунул их в воду, но с ними ничего не произошло, что стоило ожидать. Но купаться в соленой воде и ходить в баню с ними я не советую. Летим дальше. Xiaomi Mi Bra Watch A1 работают в паре с приложением Mi Bra Fit. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, во второй вкладке отображаются подключенные устройства, и последнее — это профиль. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора в процентах, за что спасибо. Магазин с циферблатами, их там не особо много, но хорошо, что можно установить любую фотографию на заставку, и ко всему есть анимированные циферблаты, что удивительно. Помимо перечисленного также есть возможность настроить уведомления, воспользоваться удаленной съемкой, что удобно, но только через само приложение, воспользоваться поиском смарт-часов и обновить прошивку. Но мне обновы еще не прилетали. Приложение переведено на русский язык, но перевод неполноценный. Минусы: нет заготовок для быстрого ответа на уведомления или звонков, мониторинг здоровья работает не всегда корректно, слабый вибромоторчик, плохой сенсор у экрана и мало яркости. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Если вы смотрите канал и не подписаны, буду безумно вам благодарен, если вы все-таки подпишетесь. Это очень сильно поможет проекту. Всем за просмотр огромное спасибо. Резюмирую, умные часы Xiaomi Mi Bra Watch A1 как смарт-часы за подобную стоимость неплохой вариант. Если вам нужно носимое устройство, которое имеет неплохой функционал, стильный внешний вид, то данную модель можно рассматривать. Но отмечу, что бюджетность довольно сильно ощущается в этой модели. С другой стороны, я советовал бы обратить внимание на те же бенды от Xiaomi или Huawei, 8, допустим, потому что они работают корректнее, пусть и выглядят немного проще. Девайсу от меня однозначное да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.